яхтсмены – это универсальные ребята. Они и фотографы, и видеографы, и они, конечно, гурманы. И как-то я пообещал, что я сделаю такой вот, скажем, обед, приготовлю на яхте за минимальные цены здесь, во Франции. Я это пообещал давно, но все мне это припоминают частенько. Поэтому, друзья, мы сейчас на рынке Ля-Рошеля, и мы сделаем закупочку и сделаем на яхте какой-нибудь такой мишленовский, скажем, обед. Или ужин даже мы его назовем. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Поехали! Что ж, друзья, для антре, для стартера, я хочу взять по 3 устрички, да, я буду делать такой романтический ужин на двоих. Вот на этом прилавке, друзья, побывали все студенты нашей школы, все курсанты нашей школы. Почему? Потому что у нас в программе обучения посещение рынка, и мы угощаем наших курсантов вот этими прекрасными устрицами. Устрицы, которые выращены здесь, под Ля-Рошелем, на Иль-де-Лерон. Это есть такой остров, и там выращивают одни из самых вкуснейших устриц, просто. Да, они есть несколько видов. Фин-де-клер, фин-де-специаль, империал. Обалденные, вкуснейшие устрицы. Поскольку у нас, скажем, такой бюджетный ужин, то я выберу для себя 3-й номер фин-де-клер. Вот сейчас мы закажем 6 штук, и потом на яхте мы их откроем и съедим. Многие, кстати, думают, что номер – это показатель качества. Ну, на самом деле нет, это размер. И чем цифра меньше, тем устрица крупнее. То есть, номер 1 будет большой, мясистой и увесистой. Номер 3 чуть компактней. И именно вот тройки французы чаще всего заказывают. Они считаются самыми сбалансированными, не самые огромные, вот с нежным мясом, с такой приятной соленостью. 3-й номер самые вкусные устрицы, друзья мои. Вот я выберу, смотрите. Так, не, наверное, вот так. Вот так. Вот так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, вот таких вот прекрасных 6 устричек мы сейчас купим. Они нам обойдутся по 4,30. То есть здесь цена 8,60 за дюжину дюз. Их можно заказать здесь, открыть. Здесь можно их отведать, вот как месье это делает. Овощные прилавки здесь, они просто волшебные. Меня папа как-то спрашивает, а у вас помидоры есть? Я говорю, папа, тут 10 видов помидоров, и они со всего мира, они подписываются. Франция, Испания. Что я хочу на гарнир купить? Я хочу сделать стручки. Честно, я даже не знаю, как они называются, но я очень люблю это блюдо. Легкое, вкусное, и даже ребенок мой это дело полюбляет. Поэтому мы возьмем такой арикор-вер, это по-французски, наверное, не знаю, молодая фасоль, зеленая фасоль, как-то так. И вот здесь я нашел, возьму 200 грамм, 300. Это на 3 евро я возьму. Вот такую шикарную фасольку. Мы ее сделаем тоже на планше. S'il te plaît, 300 grammes. 300 grammes. 300 grammes. Pardon, ma français. J'ai tout pardonné. C'est préparé en bateau. Ah ouais, super. Oui, oui. Deux comme ça, peut-être pas. Non, comme ça. Celle-là? Là, oui. Oh, super, oui. Я еще, ребята, заказал у Гийома 2 андив. Это цикорий по-нашему. Все. И окей, je voudrais payer. Окей. Вот. Très bien. Guillaume, merci. Au revoir.
французский хлеб – это что-то неимоверное. И я у Маню куплю свой любимый пав-маис. Ну, Мани все люблю. Пав-маис. Это, ребята, кукурузный хлеб. Я его просто обожаю. Я сразу и закажу здесь части для своего десерта. Я сделаю забытый бабушкин бриош. О, комса. Oui. Pour deux personnes. У Маню самый лучший бриош здесь на рынке. Вот. И я сделаю 2 кусочка с мороженым запеченных бриошика. Это просто супер. Маню здесь работает с давних времен. Мне кажется, что и его дедушка, и его папа здесь работал. Окей, секунд комбиан. Ну что ж, друзья, кукурузный хлебчик, бриош. А вы знаете, что такое бриош? Бриош – это вкусная штука. Это такая сдоба, которую делают на пиве. Ее долго выдерживают, но пальчики оближешь. Страшная вещь, потому что сколько ты его не берешь домой, все съедается. А я буду делать десертик, называется забытый бриош. Бриош пердю. Ну, пардон, так называется, но очень-очень вкусно. Пошли дальше. Что ж, друзья, а теперь мы закупим главное наше блюдо. Это будет рыбное блюдо. Я, честно говоря, не знаю даже какое. Здесь мы в аквариуме видим омары, крабы. Но мы, друзья, пойдем и выберем что-то вкусненькое у Жана Лорана. Он бонжур, он в тельняшке у нас, видите? Real sailor. Oui, je voudrais quelque chose pour plancha. Code merlot défilé. Filet comme ça cuit. Aha. Je peux faire un bar, un mer. Un bar, ah. Des Oh. belles dorades royales. Il y a de la belle royale, ça c'est extra. Code merlot et préparé pour La plancha, plancha. je vous laisse la peau et je vais enlever les arbres. Oui, тут филе. Oui. Что ж, друзья мои, а заказал я мерлю, по-нашему это треска. Это шикарная атлантическая треска. И поскольку мы готовим экономичный ужин, вот 17,90, и мы посмотрим, сколько она у нас выйдет. И Жан Лоран, вы посмотрите, как он делает, просто Пикассо. Фантастик. Merci à vous. Мерси. Merci, bonne journée. Мерси. Бенту. Друзья мои, и видите, здесь дымится кофе, чтобы всякие мухи не летали. Но, как сказал один мой знакомый видеограф, если съемка не ладится, возьми дым-машину и все сойдет. Так что вот как бы используем дым. Окей. Мерси. Чао. Что ж, друзья, я настоящий мужчина, потому что сумку я забыл. Купил здесь, прямо у друзей. Мы скупились. Здесь все наши покупки. Мы отправляемся на лодку, где я буду делать самый вкусный, самый прекрасный мишленовский ужин. А с рынком мы прощаемся. Кстати, рынку 200 лет. Само здание вообще пышет историей. Мушкетеры, наверное, еще не ходили здесь. Уже не ходили. А так, да, город прекрасен. Я очень люблю гулять по Ля-Рошелю. Просто обаяшечный город, который влюбляет в себя, влюбляет во всем. Здесь хорошие люди, они такие моряки. И я вас приглашаю сюда. Вы, во-первых, можете обучиться яхтингу в нашей парусной школе. Можете арендовать лодку и отведать вот всех этих прекрасных, вкусных вещей прямо здесь, на рынке. А так, поехали! Нет, это дорого. 7,80, друзья, это дорого, потому что у нас бюджетный ужин. Хотя мне это вино очень нравится. Видите, розочка тут нарисована. Côte de Rose. Пробочка стеклянная. Но мы найдем что-нибудь за 2,99. Идем дальше, идем. Спойлер, что
тут даже недорогое вино, оно очень вкусное. 3,29. Немножко перевысили бюджет мы на 30 центов. Но Лангедок. Лангедок-Руссельон – это самые отличные вина по самой недорогой цене, я вам хочу сказать. Особенно светлые вина. Розе, белое. И я вот думаю, что оно просто отлично дополнит нашу треску. Но, друзья мои, еще один лайфхак для вас. Если вы хотите купить недорогое вино и не знаете, чего бы как бы выбрать, смотрите на медальки. Вот Бондоль, да? Ну, я знаю, что Бондоль – это прекрасное вино. И у нас здесь одна медалька, вторая медалька. Или вот смотрите, Каберне Анжуйское, да? Вот есть золотая медаль на каком-то конкурсе в Лижье. Здесь не покупаются медали. Здесь действительно дают медали за что-то. То есть это гарантия, что это будет вообще прекрасное вино. Вот 4,75, пожалуйста, чудесное вино. Вот. Ну, есть, конечно, вот какие-то, видите, пюш, высокий пюш, вот, и так далее, так далее. Но где наш Лангедок здесь, и бутылочка мне тоже очень даже нравится. При том, что, да, апелляцион Лангедок контролер, то есть географически защищенное вино. Пойдемте. Что ж, друзья, у нас сегодня такой, скажем, относительно доступный яхтинг. То есть у нас лодка 10,5 метров. Она достаточно жилая. Мы вам покажем внутри, как это все выглядит. 2 каюты, огромный рундук, нормальный санузел, камбус, салон. У нас здесь платформа и газовая планша, на которой мы, собственно говоря, и приготовим наш яхтенный ужин. Уже, да, видите, солнышко уже почти заходит. У нас здесь приливы-отливы, и мы вот дождались прилива и будем сейчас выходить. Эта лодочка у нас доступна и к чартеру, и обучение мы на ней проводим. Всего 2 человека в группе. У нас лодка отлично соответствует уровню нашего обучения. Здесь стоит современная навионика, здесь стоит подрулька, стоит складной винт. То есть вы можете ощутить все возможности современного яхтинга. То есть эта лодка очень легко швартуется благодаря своей маневренности. Есть у Дюфора такие фишечки. И благодаря, опять же, подрульке очень легко маневрируется в марине. Вот. Но для нас сегодня важно это кокпит, стол, барбекю и ваше хорошее настроение. Поэтому погнали. Вот, друзья, чем хороша эта лодочка, потому что она у нас трансформер такой. У нее вот такая великолепная платформа, ребятки. И здесь у нас есть свой такой вот камбус. То есть у нас здесь вот такая вот кухонька, мойка. И самое важное, здесь у нас вот такая чугунная планша, такой барбекю. Что ж, вот такую лодочку мы имеем. Даже вот, скажем, в 10,5 метров можно здесь жить, да, можно вот стоять. У нас офигительно много света, просто вот дохренище, да, у нас нету сейчас солнца, а свет есть. Соответственно, салон мы здесь имеем, раскладывается стол, но здесь можно возлежать. Каюта у нас одна вот здесь, ребятки, вот здесь можно так поваляться. Камбус имеем, да, с холодильничком. Здесь у нас газовая плитка. Вот эта штучка мне нравится. Вот так хрясь, и все. За мной здесь каюта. Мы сейчас из нее сделали подсобку для вас. Двухместная каюта с двухместной кроватью. И, кроме того, оцените этот санузел, да, просто шикарный. Объемный, огромный, красивый. Пробочку мы наклеили. Но, конечно, без тюнинга не обошлось. Все вот эти фасады, модные ручки, это все от Интерпаруса. Еще хочу перешить здесь диванчики, ручки чешутся. Сегодня у нас будет на основное блюдо для дежур у нас сегодня
будет мерлюза, да, то есть это атлантическая треска. На гарнир я попробую приготовить спаржевую фасоль, ребятки. Вот. Она мне очень нравится в таком полуприпущенном состоянии. А поскольку на холодную закуску у нас будет устрицы, финдеклер, друзья мои, то к ним надо сделать прекрасный соус. Как база мы используем винный уксус из красного вина, друзья мои. Поэтому, если у вас остатки красного вина остались, чем я сомневаюсь, вы их не выбрасываете. Можно из них сделать потом шикарный винный уксус, наверное. Шутка. Вот. Поэтому, ребят, для того, чтобы соус настоялся, ему нужно буквально часик-полтора. И в это время мы будем идти к своему иль-де-ре. И, соответственно, ребятки, винный уксус, лук и шалот, собственно говоря. И мелко его порубить. И сейчас это все надо приготовить. Учтите, что я не являюсь высоким кулинаром. У меня есть достаточно образованный кулинар в моей семье, который отказался это все делать. Соответственно, делаю это все я. Ну, друзья, не обессудьте, уровень моей подготовки такой, на уровне Юлии Высоцкой. Но я стараюсь для вас. Винагр де Ван Руж, друзья мои, образца 23-го года. Так, ставлю воду на газ, друзья мои. Немножечко подсолю я ее. И займусь пока спаржевой нашей фасолькой. Спаржевую фасоль просто обрезаем хвосты. Я тут ее уже немножко точу, как заяц попрыгает. Да, я думаю, что этого достаточно. У нас спаржевой фасоли. И сделаю подготовочку под десерт. А на десерт у меня будет... Да, вы видели, мне Эммануэль отрезал свежайший бриош. Свежайшего бриоша одна проблема. Он очень такой весь пышный. Мне сейчас его надо разрезать на две части. Вот. И свежего мы будем делать заброшенный бриош. Да, называется он так, как вот забытый бабушкин бриош. В плане того, что вот там где-то в кладовке нашел у бабушки бриош. И вот сделал с него, собственно говоря, десерт. Его можно на сковородке поджарить. Ну, я воспользуюсь тостером. Угу, работает. Блюдо очень быстрое. То есть, друзья мои, мы берем в нашу кастрюльку. Кастрюлька Кристель, кстати. Кристель. Знаете такой бренд? Очень достойный. Вот, высыпаю фасольку. Буквально на 2 минутки, друзья мои, высыпаю свою фасольку. Она не должна свариться, она должна, скажем так, припуститься. Ну, кстати, да, у меня была возможность стать ресторатором. У меня мама ресторатор, но как-то бог миловал. Буквально 2 минутки, и вот сейчас мы засечем. Времечко пошло. Что ж, друзья, фасолька доварилась. Так. И обдаем холодной водичкой. Ну вот, выходим в море, друзья мои, и наслаждаемся яхтингом. Мы вообще идем на остров Ре, по-французски Иль-де-Ре. Для яхтсменов это вообще классика. То есть до острова от Ля-Рошеля совсем ничего, но ощущение совсем другое. Вот закрылся от открытой Атлантики, зашел в уютную гавань, пришвартовался, и можно оставаться хоть на вечер, хоть на несколько дней. Вообще-то Иль-де-Ре был долгое время стратегическим островом. Кто его контролировал, тот во многом и контролировал подходы к Ля-Рошелю, основному из портов Франции. Сейчас, конечно, идут совсем по другой причине. Здесь маленькие, но очень хорошие марины для небольших лодок. Отличная инфраструктура, красивые якорные стоянки. Кстати, одна из вещей, которую сложно понять, пока сам не походишь под парусом. На машине ты просто приезжаешь в город, а на яхте ты заходишь в него с моря, видишь крепость, маяк, порт. Именно так, как его видели моряки сотни лет назад. Вот ощущения от этого совсем другие. Так что сегодня, друзья, бросим якорь, приготовим ужин на борту и покажем
почему этот остров уже с много поколений остается вот просто такой обязательной точкой для посещения вдоль Атлантического побережья Франции. Что ж, друзья, мы пришли к Иль-де-Ре, бросили якорь. Я здесь частенько бываю, мне это место нравится. Здесь красивая вода, песочек на пляже. Иль-де-Ре, очень классный остров, да. Это остров, который меняет свою площадь 2 раза в сутки, в 2 раза. Представляете, да? То есть приливы-отливы, и он то сушается, то сужается. И за счет этого он известен своей солью. Тут добывают соль за счет вот этих приливов-отливов, того, что солнышко выпаривает. И здесь такие соляные плантации есть. Все лучшие мишленовские повара используют эту соль, и мы ее тоже будем сегодня использовать. Также здесь есть устричные плантации, и здесь есть несколько городков, где вот время просто остановилось в 60-х годах, друзья мои. И это просто волшебно. То есть там вот заезжаешь, и как будто ты в машине времени возвращаешься в другое время. Вот так вот. Но давайте не будем отвлекаться. Посмотрите, какой шикарный закат у нас. Я ж продолжаю свои кулинарные изыски. Надеюсь, я никого не отравлю. Слайсиками я поднарезал наш чесночок. И теперь немножко оливкового масла. И ароматизируем наше маслечко нашими слайсиками. Это мы делаем, чтобы наша фасоль, спаржевая фасоль, имела определенный аромат. На-на-на-на-на. Наша спаржевая фасолечка. Поскольку фасоль уже у нас проваренная, ее надо очень быстренько-быстренько готовить. Она должна немножечко быть хрустящая, вкусненькая. Она сейчас напиталась маслом с чесночком. Она уже практически готова. Сейчас я ее подсолю нашей солью с Иль-де-Ре. О, класс, 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 класс. Вы посмотрите, какой у нас цвет, какой вкус, какой аромат. Закачаешься. Так, добавляю газку. Немножко оливкового масла. И готовим нашу треску, друзья мои. Берем такие чудесные кусочки. Хочу прогреть тарелку самодельным способом. Эта тарелочка была тепленькая, горяченькая, понимаешь. Во французской кухне, ребята, главное не перегреть. То есть все должно быть в меру. А поэтому снимаем нашу треску. Оп. Друзья мои, вот этот дюфоровский камбус кормовой, это просто нечто. Я на закате, на якорной стоянке Иль-де-Ре готовлю, получаю удовольствие. Вот не хватает мне только бокала розового вина. Но мне оператор запретил. Ну, а так вы себе можете это позволить. Мне начинает подниматься настроение, друзья мои. Я вот смотрю, вот стоят отличные лодки, которые мы продаем. Так, старший помощник мне принес устрички, и мы их сейчас будем открывать. Устрички соседнего острова, с Иль-де-Лерона. Смотрите, какой модный ножик Апинель использует. Одни из самых вкуснейших устриц. Вот. И... О-хо-хо-хо-хо. Вы посмотрите на эту красоту. Это же просто произведение искусства. Это наши фин-де-клер номер 3. Фин-де-клер — это вообще отдельная история. После моря их еще некоторое время выдерживают в бассейнах специальных, в которых сначала 25%, потом
50% пресной воды, вот, которые французы как раз называются клэр. Именно там устричка становится вот такой мягкой и более интересной по вкусу и приобретает свой фирменный характер. Вот, кстати, настоящие ценители почти никогда не жуют устрицу долго. Ее слегка надкусывают, чтобы почувствовать текстуру, а дальше просто дают вот вкусу моря раскрыться. И вообще, вот французы говорят, что хорошая устрица не должна напоминать рыбу, а должна напоминать свежий морской бриз. И... кстати, ничего, что я выкидываю устрицы за борт? Где экологи? Экологи где? А вот так вот. Опля. Так, теперь мы делаем красоту. И вот так они у нас будут выглядеть. Ха-ха-ха. Солнышко вышло, а мы режем лимончик. Лимон, кстати, друзья, бесплатно дают, когда ты покупаешь устрицы, тебе дают бесплатный лимон. Так нельзя. Готовка закончилась. Сервируем наш стол и накрываем на него бутылочку розе. С вашего позволения налью себе бокал розе. Не выдержу. Ой, класс. При том, что, друзья, вино абсолютно бюджетное. Вот, вы посмотрите, как настоялся наш соус. Специальная ложечка. Вот. Поэтому мы берем нашу прекрасную устричку, подрезаем ножку вот так вот. Да, иногда еще делают хлебчик с маслом. Ну, у меня сейчас настроение не под хлебчик. Капулечку буквально соусика. Пуньк. Вот. И отправляем нашу устричку. Пацаны, таки можно жить. Оператор потом ко мне присоединится. На-на-на-на-на. Вот так. Très bien. Très fantastique, я бы сказал. Что ж, я не мишленовский повар. Ну, не трехзвездный. Мы взяли самые свежие продукты. Я старался брать самые недорогие продукты, чтобы вот получился как бы такой ужин достаточно бюджетный. Но вы посмотрите, как это все красиво и классно получилось. Немножко, опять же, местной сольки добавляем. Вот. Совсем капельку, капусечку перчика. Добавляем винца. Ну, отведаем, что я тут вам наготовил. И рыбка шикарная. Вот с этим бальзамическим соусом просто бомбец. Как я вам сказал, если рыба свежая, просто не пережарь ее и все. Ой, вот это я проголодался, слушайте. Голод — лучшая приправа. Ой, обалденная рыбка. Я же сказал, что ужин на двоих, ребятки. Соответственно, товарищу оператору. Ну что ж, за развитие яхтинга на берегах Атлантики. Ребятки, приезжайте, я сделаю для вас такой ужин. Или вы для меня сделаете. Может быть, у вас лучше получится. За вас. Ребята, вино не 3 евро, а 33 евро. Просто.
А теперь забульбеним десертик. Что ж, друзья, наш прожаренный бриошик, шарик ванильного мороженого, а я купил такое домашнее ванильное мороженое. Здесь у нас в порту Миним делают просто обалденное мороженое. И мы же моряки, я из своих запасов взял ромчика. Это ромчик французский с острова Мартиник, карибский ром, бренд Nesson. Это не реклама, ребят, они мне ничего не платили, более того, я им что-то плачу. Вот, и капулечку ромчика на всю эту красоту. Я уже предвкушаю. Отличный десерт. Это улет. Проламываем наш брioche, вмакаем в ром, сверху мороженка. И это просто... Отвал башки, друзья мои. Я вам очень рекомендую. Просто красота. Предыдущий гурман вечер мы делали на огромном катамаране. 67 футов. 22 метра длиной. С крутым поваром, друзья мои. С дорогими продуктами. С дорогим вином. И тогда я вам пообещал сделать вот, собственно, такой вот бюджетный ужин. Обещанного, конечно, 3 года ждут. Хочу сказать, что удовольствие от яхтинга не зависит от размера яхты, а от ее цены. Вот здесь, даже на этой 10-метровой малышке, мы получаем огромное удовольствие. С бокалом вина за 3,29 евро мы видим этот закат, этот ветер, эти волны, этих чаек ревущих. Что ты смотришь на меня? Это все вот нам не спослано свыше. Это вот, по сути, все бесплатно, да? То есть яхтинг во многом такое бесплатное удовольствие, которое перезагружает нас, дает нам силы, энергию. И я вам скажу, ну вот неделька у меня была просто звездец, какая тяжелая. И вот сейчас я вышел в море, и я вот чувствую, как я просто перезагрузился, как я получаю какую-то вот энергию, да, удовольствие. Я буду рад вам открыть вот это окно в этот параллельный мир, мир яхтинга. Поэтому приезжайте сюда, в Ля-Рошель. Можем посмотреть яхты. Смогу вам подобрать лодку. Или просто обучиться прямо вот на этой лодочке, на этой файне. И только в нашей школе в последний день курсанты выходят самостоятельно. Такого вам никто не дает. Но мы вас обучим. И это угроза. Друзья мои, приезжайте. Выйдем на этой лодке к Иль-де-Ре. Выпьем бокал этого вина. Либо минути. У нас есть в загашнике. Просто получим удовольствие от яхтинга. Обнимаю вас и до зустрічі в морях.